Я приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот жилет. Очень интересный получился, очень удобный и очень хорошо смотрится. Впереди вяжется жилет вот таким вот узором сеткой. Сзади вяжется квадрат, вывязывается вот таким образом. И сверху я еще связала вот такой треугольник сеткой. Вот таким вот образом выглядит. Впереди для обвязки я взяла еще контрастный цвет. Ну и, в общем-то, я вам желаю приятного просмотра. Длина жилета у меня получается 60 сантиметров. Вот от этого уголка до низа жилета. Ширина 46 и длина вот здесь сбоку 32 сантиметра. Расход пряжи у нас получается я использую пряжу от фирмы Rilana Merino Big 50 грамм 85 метров на размер 34-350 грамм примерно у меня ушло. И следующие размеры я вот примерно рассчитала, сколько пряжи вам понадобится. Лучше всего, конечно, приобрести немножко больше пряжи, чем у меня здесь написано, смотря как вы вяжете. Для вязания я использовала крючок номер 5,5. И для обвязки я взяла немножко поменьше, номер 5 крючок. Как мы с вами будем вязать жилет? Мы начинаем сзади и вывязываем прямоугольник или четырехугольник с задней стороны. Вот начинаем посередине и вот таким образом провязываем четырехугольник. После того, как мы с вами свяжем четырехугольник, мы с вами будем вязать наверх. И после будем вывязывать вот здесь боковые стороны. Потом мы с вами будем свяжем перед две половинки снизу вверх. И после мы с вами будем обвязывать полностью весь жилет со всех сторон, и горловину, и впереди. Мы начинаем с вами вязание. Крючок я завожу под нить, проворачиваю крючок, держу вот здесь нить, протягиваю первую петлю. 2 воздушные петли. В первую петлю завожу крючок. Делаю сначала накид, завожу крючок, протягиваю нить и первые 2 петельки провязываю. Опять делаю накид, завожу крючок, первые 2 провязываю. 3 петли, все 3 петли провязываю. 2 воздушные петельки. И то же самое повторяем. Накид, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. Накид, завожу крючок, 2 провязываю. Накид, завожу крючок, протягиваю. Первые 2 петли провязываю, 4 петельки. Все 4 петельки провязываю. 2 воздушные петли. И теперь мы этот элемент с вами повторяем. Накид. Первые 2 провязываю. Второй накид. Первые 2 провязываю. И третий накид. Первые 2 провязываем. 4 петельки. Все 4 петельки провязываем, 2 воздушные петли. И мы повторяем, пока у нас вот не провяжем мы 8 таких элементов. 2 воздушные петли. И теперь я закрываю вязание. Вот здесь завожу крючок и провязываю соединительную петлю. Левую протягиваю через правую. 8 элементов мы с вами провязали. Вяжем следующий ряд. 2 воздушные петли. И вот в эту вот арочку в первую я опять же провязываю такой же элемент.
Первый накид, второй накид, первые 2 провязываем, 3 петли вместе, 2 воздушные петли, и в этот же сюда же мы провязываем первый накид, второй накид, третий накид, 4 петельки, все 4 провязываем. И в следующий, вот сюда, в следующую арочку я провязываю один такой элемент. Первый накид, второй накид, третий накид, 4 петельки провязываю, 2 воздушные петли, и в следующую арочку я провязываю 2 таких элемента. То есть провязываем всегда по 3 накида, 4 петельки, все 4 петельки провязываю, 2 воздушные петли, и в это же место провязываю такой же элемент. И теперь мы с вами будем поочередно вязать 2 элемента, потом в следующую арочку 1 элемент, 2 элемента 1, и так до конца ряда. Я провязала, в конце ряда 2 воздушные петли. Так вот выглядит. И теперь мы с вами соединим соединительной петлей. Вот здесь завожу крючок, немножко вот здесь повыше, и провязываю соединительную петлю. И теперь мы будем вязать следующий ряд, 2 воздушные петли, и как мы видим, мы вот здесь вот провязывали 2 элемента. И это же самое мы будем с вами повторять. Первый накид, второй накид, 2 провязываем, 3 петли на крючке, все 3 петли провязываем. И сюда же 2 воздушные петли, в эту же арочку мы провязываем второй элемент. Таким вот образом выглядит. Теперь я провязываю 2 воздушные петли. И в следующую арочку я провязываю 1 элемент. Четыре петли, все 4 петли протягиваю, 2 воздушные петли. И в следующую арочку провязываем такой же элемент. Две воздушные петли, и следующая арочка у нас опять здесь состоит из 2 элементов, то есть у нас уголки, и мы сюда в уголок провязываем также 2 элемента. Две воздушные петли, и сюда в эту же арочку провязываем второй элемент. Таким вот образом выглядит. То есть у нас здесь 2 элемента, потом по одному 2 раза и опять 2 элемента. И теперь мы с вами повторяем. По одному элементу 2 раза, как здесь мы с вами связали. Потом здесь вот где уголок, 2 элемента. По одному элементу 2 раза, в уголок 2 элемента. И таким образом вяжем ряд до конца. Вот таким вот образом выглядит.
Здесь у нас уголки, между ними по 2 одиночных элемента. И теперь соединительной петлей соединяем. Если вот здесь 2 воздушных петелек мало, можно провязать 3 воздушные петли, если стягивается. Теперь я провязываю 2 воздушные петли и в первую арочку провязываем уголок также из 2 элементов. Первый элемент, 2 воздушные петли и второй элемент. Теперь я провязываю 1 воздушную петлю. Вот здесь у нас первая арочка. Я сюда провязываю 4 обычных столбика с накидом. Следующую арочку я провязываю 3 столбика с накидом. То есть обычные 3 столбика провязываем с накидом. И в третью арочку я провязываю 4 столбика с накидом. То есть мы провязали 4 столбика, 3 столбика, 4 столбика. Теперь провязываю 1 воздушную петлю. И вот здесь вот мы провязываем опять 2 элемента, там где у нас уголок. Две воздушные петли. И сюда же провязываем еще один элемент. Одна воздушная петля, и здесь мы с этой стороны с вами провязываем точно так же 4 элемента, 3, 4 элемента, потом уголок. И с каждой стороны мы также провязываем 4 столбика, 3 столбика, 4 столбика. И таким образом вяжем до конца ряда. Вот здесь еще раз, как вы видите, 4, 3 и 4 столбика между нашими уголками. И вяжем дальше самостоятельно. Я провязала, вот таким образом выглядит. И теперь мы закрываем этот ряд. 1 воздушная петля. И вот здесь завожу сверху крючок и провязываю соединительную петлю. И следующий ряд я начинаю опять с 2 воздушных петель. И вяжу в наш уголок опять 2 элемента. Первый элемент, 2 воздушные петли и второй элемент. Одна воздушная петля. Теперь у нас вот здесь вот 4 столбика. И я в первый столбик провязываю 2 столбика с накидом. Это у нас прибавление петель получается. В первый столбик провязываю 2 столбика. И теперь в каждый столбик я провязываю по 1 столбику с накидом.
И вяжу, пока я не провяжу все петли до следующего уголка. До вот этой вот петли вяжем дальше. Я вот провязала столбики, и теперь в последний столбик я также провязываю 2 столбика с накидом, то есть делаем прибавку петель. И в уголок также опять провязываем 2 элемента. 1 воздушная петля, и теперь провязываем 2 элемента. Первый элемент, второй элемент. Одна воздушная петля. Вот таким образом выглядит. И теперь вот здесь мы опять по бокам будем делать убавление в первую и в последнюю петельку, то есть в первый столбик и в последний столбик. Провязываем в первую петлю, в первый столбик 2 столбика с накидом. И теперь вяжем по одному столбику до последнего столбика. Потом опять провязываем уголок. И так провязываем все остальные стороны с прибавкой по бокам. С одной стороны, с другой стороны прибавки делаем. Я провязала. И теперь закрываю опять соединительной петелькой. Вот таким образом выглядит. И теперь мы с вами будем повторять. Повторим опять же этот же ряд. Точно так же начинаем 2 воздушные петли и вяжем 2 элемента в уголок. Второй элемент связала, воздушная петля, и теперь в первый и в последний столбик я делаю прибавление, то есть вяжу 2 столбика. Если у вас будет стягиваться, можно провязать 3 столбика с накидом. В первый и в последний столбик прибавление, все остальные петли в каждую петельку по одному столбику. Этот ряд мы с вами довяжем до конца и потом провязываем еще 5 рядов с прибавкой. Вот здесь вот с краю мы сейчас вот делали прибавление 2 петельки и 5 рядов провязываем с прибавлением по 3 петли, чтобы все это не стянулось. Вот таким образом я провязала. Я провязала все вместе 11 рядов. Ширина у меня получилась примерно 33 сантиметра. И как я вам уже говорила, мы провязали вот здесь вот еще 2, из одной петельки 2 петли. И следующие ряды я провязывала из одной петельки 3 столбика. То есть здесь прибавку я делала больше, потому что у меня немножко стянулось, поэтому мне нужно было прибавлять по 3 столбика. То есть мы с вами сейчас связали вот этот вот прямоугольник. И 33 сантиметра у нас получается ширина вот между руками, не полностью ширина всей спинки, а только ширина вот здесь сверху, между рукавами. Можете взять какой-нибудь пуловер и отмерить, допустим, ширину спинки, получается, сзади. И посмотреть, подходит вам или нет ширина. Еще нужно дополнительно учитывать, что мы будем обвязывать.
Здесь мы дополнительно еще обвяжем с вами рукава. Если мы с вами связали, когда мы связали прямоугольник, мы будем вязать теперь дальше. Вот здесь мы еще с вами провяжем треугольник. И теперь провязываем спинку в высоту. То есть вот отсюда будем вязать вверх. Я провязываю 4 воздушные петли и вяжу столбик вот сюда. Потом вяжу столбик с накидом, где вот у нас вот пышный столбик. И провязываю там, где у нас воздушная петля, тоже еще один столбик. И теперь вяжу в каждый столбик по одному столбику с накидом. Нам нужно разделить петли таким образом, чтобы у нас посередине осталось вот отметить 5 столбиков. По бокам у меня получается по 15 столбиков. Делите ваши столбики так, ваши петли так, чтобы вот посередине, именно посередине осталось 5 столбиков. И здесь мы начнем с вами вязать узор. В первую петлю провязываю 1 столбик, 1 воздушная, 1 петлю пропускаю, 1 столбик, 1 воздушная, 1 пропускаю, 1 столбик с накидом. Вот у нас начало узора. И теперь в каждый столбик вяжу по столбику с накидом. Теперь я с другой стороны, вот здесь, где воздушная петля, провязываю столбик. Здесь, где вот у нас вот этот вот пышный столбик, 1 столбик. Закончилась у меня пряжа. Теперь вяжу вот здесь вот посередине столбик с накидом. И теперь вот здесь я еще завожу крючок и провяжу еще 1 столбик. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И теперь вяжем в каждый столбик по одному столбику, пока мы не довяжем до середины, там, где у нас узор начинается. Теперь вот здесь посередине у нас вот здесь 2 дырочки, у нас узор будет расширяться. Теперь мы будем по одной дырочке вязать больше. 1 воздушная петля, у меня вот здесь 2 столбика осталось, 1 пропускаю и вот сюда завожу крючок и провязываю столбик с накидом. И дальше по рисунку 1 воздушная, столбик провязываю 1 столбик, 1 воздушная петля, в первый столбик провязываю 1 столбик, 1 воздушная петля, 1 пропускаю и провязываю 1 столбик. То есть у нас получилось теперь 4 дырочки. И теперь в каждый столбик вяжу по одному столбику с накидом до конца ряда.
И таким образом мы расширяем наш узор каждый ряд на 2 дырочки, как мы с вами сделали во втором ряду. Точно так же будем дальше продолжать вязание. Я вяжу до конца ряда. В конце ряда я провязала в последний столбик, и вот между двумя последними петельками последний столбик. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и теперь вяжу в каждый столбик по одному столбику. Здесь за место 4 свяжу 6 дырочек. Провязываю все по рисунку и до конца ряда вяжу столбики. В последний столбик между двумя петельками тоже 1 столбик. И таким образом вяжем дальше еще ряды. Я провязала таким образом 9 рядов сеткой. Длину вы можете сами посмотреть, какая вам необходима. И теперь мы с вами будем провязывать плечи, 3 вот таких вот дырочки и плюс вот эти вот столбики у меня получается, то есть 3 дырочки и 4 столбика, это ширина получается для плечей. У меня ширина спинки сейчас получается 33 сантиметра. Ширина плеча у меня примерно будет 7 сантиметров. Ширину вы можете индивидуально тоже подогнать под ваш размер, так как вам подходит. И мы с вами вывяжем плечо. Я провязывать сейчас буду 2 ряда. Здесь провяжем 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. Здесь я буду этот узор провязывать дырочками, пропускаю сначала 1 столбик с накидом, 1 воздушная, 1 пропускаю и вяжу столбик с накидом. И теперь вяжу 3 дырочки, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Так я провязала, то есть 3 воздушные столбика и провязала вот 4 дырочки. Теперь вяжу 4 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу в столбик 1 столбик с накидом. И вяжу по рисунку воздушная 1 столбик, и в конце ряда провязываю 2 столбика с накидом. Вот таким образом выглядит плечо. И здесь у нас получается тоже вырез. Можно провязать 2-3 ряда, смотря какой у вас размер. И с другой стороны мы провяжем с вами точно так же, то есть вам нужно будет ниточку отрезать и вот здесь вот также провязать, точно так же плечо, как мы провязали с левой стороны. И теперь мы с вами будем вязать дальше. Покажу вам на чертеже. Мы с вами связали прямоугольник. Вот примерно вот до сюда. То есть мы с вами провязали примерно вот эту ширину. И теперь нам нужно будет с вами немножко от угла немножко спуститься пониже. То есть там, где вот должен быть вырез примерно, вот на этой высоте. И отсюда мы с вами будем обвязывать жилет с 3 сторон. Снизу мы тоже с вами обвяжем.
Этим самым мы немножко можем удлинить жилет. Можно, конечно, обвязать только с двух сторон, тогда оно у вас будет немножко покороче. Но я думаю, что я обвяжу со всех 3 сторон, чтобы немножко оно мне получилось длиннее. Ширину можете, конечно, индивидуально под себя тоже подогнать. То есть мы будем сейчас обвязывать с 3 сторон. Я вот здесь вот мы с вами начнем вязание вот здесь сверху. Я пропущу 8 столбиков с накидом и начнем обвязывать жилет. Можно на каждый размер примерно 1 столбик еще прибавить, то есть чтобы вырез был больше. Я на свой размер оставлю 8 петель примерно. Вы можете прибавлять еще по петельке на 1-2 размера. Вот я здесь, значит, 8 пропустила столбиков, начиная 3 воздушные петли. И теперь вяжу, как мы вязали по рисунку, в каждый столбик вяжем по столбику с накидом до уголка. На уголке мы также провязываем. Здесь прибавляем также, как мы вязали, 3 столбика, прибавления делаем. Уголок, 3 прибавления. То есть полностью все по рисунку, как мы с вами вязали. Уголки, перед уголком и после уголка 3 петли прибавляем, провязываем из одной 3 и вяжем до следующего, до другой стороны. Мы с вами будем вот здесь провязывать, вот здесь вот у нас угол будет не прямой, а будет округленный. И это округление мы с вами тоже будем вязать. 3 воздушные петли. Накид. Пропускаю 1 столбик и во второй столбик первые 2 провязываю. Опять накид, в следующий столбик завожу крючок, первые 2 провязываю и теперь все 3 провязываю вместе. И теперь вяжу опять все полностью по рисунку. И вяжем до следующей стороны. Теперь я в конце ряда, у меня здесь вот 4 петельки остались. Накид, заводим крючок, протягиваем нить, первые 2 провязываю, накид, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 провязываю, 3 на крючке, все 3 вместе провязываю. И теперь между 2 последними петельками я провязываю 1 столбик с накидом. И теперь мы разворачиваем вязание. Провязываю 3 воздушные петельки и провязываем также убавление. Один столбик я пропускаю, в следующий столбик завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 провязываю. Накид, еще раз завожу крючок, первые 2 провязываю. 3 петли, все 3 провязываю. И теперь вяжу все по рисунку. И с другой стороны мы также делаем убавление, как я вам уже показала. И таким образом мы провязываем столько рядов, сколько вам по ширине будет необходимо. Я провяжу в общем 3 ряда. Вот я провязала вот эти 3 ряда. Нижние углы выглядят так же, как у нас до этого уже было. С другой стороны точно так же у меня выглядит. И теперь мы делаем следующее. Мы теперь будем вязать перед.
Петли мы можем посчитать по задней части примерно сколько у нас петель. Мы можем посчитать. Одно единственное, что этот узор, сетка, он немножко стягивается. И нам нужно будет немножко связать шире, чем чем спинка. У меня примерно 56 петель. Я их разделю на две части. То есть 27 и 27 с каждой стороны. Количество петель должно быть нечетным. Я 27 прибавила плюс 5, и еще я, как я уже говорила, узор стягивается, я добавлю еще по 4 петли. Иначе будет узко. То есть я на каждую сторону добавляю еще по 2 квадратика. То есть 31 петля плюс еще 5 петель вот этих поворотных. То есть у меня получается по 31 петельки. Если вам нужно немножко пошире связать, вы можете, конечно, еще прибавить петли. У меня перед примерно по ширине такой же, как и спинка. Если нужно, при необходимости можете связать шире. И теперь мы с вами будем набирать воздушные петли. Набирайте то количество, которое вам необходимо. Я набираю 31 петлю. И теперь я в 6-ю воздушную петлю вяжу один столбик. Одна воздушная петля, одну петлю я пропускаю, провязываю один столбик. Одна воздушная, одну пропускаю и вяжу воздушную петельку. И таким образом мы с вами вяжем узор до конца ряда. Я довязала до конца ряда. Теперь вот таким образом выглядит. Теперь я вяжу 4 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И вяжу в столбик один столбик с накидом. Одна воздушная петля, в столбик вяжу один столбик с накидом и так далее. И вяжем рисунок до конца ряда. И в конце ряда столбик воздушную провязала, и вот сюда еще завожу крючок и провязываю последний столбик. И теперь начинаю 4 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу в столбик один столбик с накидом. Воздушная петля, в столбик, один столбик. И так вяжем до конца ряда. Здесь я провязываю столбик, одну воздушную, и вот сюда еще последний столбик. И таким образом мы с вами вяжем переднюю часть до выреза. То есть вот эту вот высоту мы с вами провязываем. Здесь мы еще обвязываем, то есть высота до выреза.
Одну сторону я связала сейчас, у меня получается 16 рядов. И теперь мы с вами будем вязать. То есть я провязала полностью вот эту вот длину до выреза. И теперь мы с вами будем вместе провязывать вырез. Вот здесь я одну сторону связала, как видно, вот у меня здесь 3 дырочки, получается ширина выреза. И мы с вами будем это провязывать вместе. То есть мы будем вот здесь вот это округление провязывать. То есть мы с вами сейчас будем вязать 17 ряд. Провязываю одну воздушную петлю, поворачиваю вязание и провязываю один столбик без накида вот здесь вот в первую арочку, и в столбик с накидом провязываю также один столбик без накида. Теперь провязываю 2 воздушные петли. И столбик без накида провяжу, наверное, одну воздушную петлю и полустолбик провязываем. Одну воздушную петлю провязываю теперь и столбик с накидом в следующую петлю. Если вам одной петельки будет не хватать воздушной, можно провязать 2 петли. И теперь я вяжу по вязанию, по рисунку дальше до конца ряда. Провязываю до конца ряда и потом провязываю следующий ряд, и мы увидимся с вами вот с этой стороны, где у нас вырез. Теперь вот здесь у нас 3 вот дырочки, там где я последний столбик с накидом провязывала, у меня здесь последний столбик. И теперь провязываю 4 воздушные петли, разворачиваю вязание и вяжу по рисунку дальше. И таким образом мы вяжем дальше до горловины. То есть вот здесь мы вяжем рядами дальше до горловины. То есть я буду еще провязывать 8 рядов до выреза. Вот здесь ширина вот здесь рукава, вырез для рукава у меня, как я уже говорила, 3 дырочки. Вы можете индивидуально связать, можете шире или уже сделать, смотря какой у вас размер. Для более больших размеров можно 4 или 5 квадратиков оставить. Вот, и мы с вами глубину рукавов тоже можно индивидуально сделать. Смотрите также по спинке, какая глубина вам необходима. У меня получается вот здесь сверху вырез, у меня 7 рядов. То есть у меня получается глубина выреза впереди 7 рядов. И теперь я провязала 8 рядов, теперь 9 ряд. С левой стороны вот у меня здесь будет вырез горловина, и мы с вами будем провязывать горловину. У меня здесь получается, я оставила 5 вот этих квадратиков, дырочек. То есть у нас еще раз вот здесь 5 квадратиков. И в первый столбик
я делаю накид. В первый столбик завожу крючок, протягиваю нить через первые 2 петельки, накид. Теперь в следующую петлю столбик завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 провязываю. 3 петли на крючке и все 3 петли я провязываю вместе. То есть для моего размера у меня вот здесь получается остается 3 вот эти дырочки. Для больших размеров можно оставить больше дырочек. Следующий ряд я провязываю 3 воздушные петли. И провязываю вот здесь вот в первый столбик 1 столбик с накидом. И дальше вяжу все по рисунку, 1 воздушная, столбик и так далее. И вот у нас получается вот такой вот вырез. И теперь вяжу до конца ряда и вяжу следующий ряд. Вяжу ряд до конца, потом поворачиваю, провязываю следующий ряд. Вот я провязала, и теперь с левой стороны у меня опять вырез. И теперь мы опять сделаем убавление. Вот здесь у меня 2 столбика. Я провязываю воздушную петлю, в столбик завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 провязываю. Опять накид, в следующий столбик завожу крючок, протягиваю нить. Первые 2 петли провязываю, 3 петли, все 3 петли провязываю вместе. Три воздушные петли, разворачиваю вязание. И в столбик с накидом в первый провязываю 1 столбик с накидом, 1 воздушная, и дальше вяжем по рисунку. И опять вяжем до конца ряда, разворачиваем и вяжем следующий ряд. Опять я провязала, с левой стороны у нас теперь вырез. Вот теперь провязываю 1 воздушную петлю, в столбик провязываю 1 столбик с накидом. Таким образом выглядит. То есть у меня сейчас получается 5 вот этих таких дырочек. И теперь я вяжу по рисунку еще 2 ряда. 4 воздушные петли, разворачиваю вязание. Я вяжу еще 3 ряда, не 2, а 3 ряда. Провязываем вот таким вот образом, то есть без убавления мы провязываем еще 3 ряда. Если вы вяжете для больших размеров, то можно убавлению повторить. То есть первый и второй ряд, который мы с вами провязали, можно, допустим, еще 1 или 2 раза повторить, если для больших размеров. То есть также мы вот делаем убавление, как я вам показала. 2 ряда получается повторение у нас. Первый и второй ряд. Для маленьких размеров достаточно будет 4 ряда убавления. И теперь мы с вами будем зашивать швы боковые и на плечах. Правую сторону лицевую я ложу на лицевую сторону. Можно сшить иголкой, можно, я это делаю обычно крючком. Вот здесь я сложила, вот у нас здесь вот эти вот элементы, уголки. Здесь я вот завожу крючок, и впереди у нас тоже вот этот уголок
Здесь я тоже во вторую вот петельку я завожу крючок, протягиваю нить, провязываю одну воздушную петлю. И теперь я вот здесь у нас вот эти вот две петельки, как косичка у нас вот это выглядит. Я завожу за две вот эти вот петельки, протягиваю нить и левую протягиваю через правую. И таким образом мы с вами прошиваем, то есть заводим крючок, две петельки с одной стороны и две с другой стороны. Протягиваю нить и левую через правую. Слишком сильно не затягивайте, чтобы ваш шов не затянулся. Вот так выглядит. Сейчас вам покажу, как с лицевой стороны выглядит. Вот таким вот образом. Так мы сшиваем все швы и потом еще будем с вами обвязывать рукава и впереди везде. То есть вот здесь мы с вами обвяжем рукава. Здесь у меня нижний шов, внизу рукава, посередине я завожу крючок, посередине заводим крючок где-нибудь. И белой нитью мы начинаем вязание. Протягиваю нить, рядом завожу крючок, протягиваю нить и вяжу первый столбик без накида. Здесь у нас вот эти вот ряды получается, где мы вязали. И вот в каждый такой ряд я провязываю по 2 петельки, 2 столбика без накида. Вот здесь у нас, вот здесь я тоже провяжу, сейчас посмотрю, наверное, 1 петельку провяжу. Следующий ряд, вот здесь мы провязываем 2. И так примерно, если вам будет недостаточно этих петель, можно провязать и больше петель. То есть ориентируйтесь по тому, как у вас выглядит, чтобы сильно не затягивалось. Итак, мы провязываем полностью вокруг столбиками без накида. То есть везде, где вот у нас вот эти вот ряды, я провязываю по 2 столбика. Здесь вот можно 2 провязать, здесь вот по 1. Здесь мы видим, где у нас петли, в каждую петлю провязываем. И так провязываем дальше. Вот так я провязала. То есть везде я по 2 столбика я вязала. Теперь мы с вами будем вязать другим цветом. Так, здесь я, наверное, еще провяжу один столбик без накида, вот так, чтобы слишком большое расстояние не было. Теперь я протягиваю нить в первый столбик, протягиваю темную нить и протягиваю левую через правую, то есть соединительная петля. Одна воздушная. И теперь еще раз завожу крючок и провожу столбик без накида. И мы теперь с вами провязываем в каждую петельку по столбику без накида. Провязываем полностью весь ряд.
Вот я ряд провязала, и теперь мы меняем цвет. Я завожу опять в первую петлю крючок, протягиваю белую нить и протягиваю левую через правую. Теперь провязываю 2 воздушные петли. И теперь мы с вами вяжем столбики, полустолбики. Мы с вами здесь сделаем убавление. В следующую петлю я завожу крючок и протягиваю нить. В следующую петлю опять завожу крючок, протягиваю нить. 3 петельки и все 3 провязываем. Теперь провязываем столбик без накида, накид, все 3. Накид, протягиваем нить и все 3 петельки провязываем. Накид. Вот таким вот образом провязываем столбики без накида. И в конце ряда мы также делаем убавление. Вот здесь 2 петельки у меня остались. Вот сюда завожу крючок, протягиваю нить. Опять завожу крючок, протягиваю нить. 3 петельки и все 3 провязываю вместе. И теперь соединяю соединительной петлей. Вот здесь первый столбик завожу крючок, меняю цвет и протягиваю левую через правую. 1 воздушная петля, и теперь мы опять провязываем столбики без накидов в каждую петельку. И таким образом провязываем полностью весь ряд. И теперь соединяем соединительной петлей. Завожу крючок, протягиваю нить и левую через правую. И теперь можно отрезать ниточку. И вот таким вот образом у нас выглядит этот край. И теперь мы с вами будем обвязывать нижнюю часть впереди и также вырез сзади. Полностью будем все обвязывать. Здесь мы то же самое делаем. Там, где у нас петельки хорошо видно, мы в каждую петельку вяжем по одному столбику без накида. Здесь тоже по рисунку в каждый столбик и в каждую воздушную петлю по одному столбику без накида провязываем. Там, где у нас получается ряды, вот здесь мы провязываем по 2 столбика без накида. И там, где здесь у нас вырез, там, где мы петельки здесь видны, там, где мы провязываем в каждую петлю, а вот в эти ряды примерно по 2 столбика без накида. Вы можете сами индивидуально тоже посмотреть, как вам лучше подходит, смотря как вы тоже вяжете. Можно больше или меньше столбиков провязать. И таким образом мы сейчас будем обвязывать. То, что я вам еще покажу, обвязывайте все точно так же, как мы рукава обвязали. Я вам покажу еще, как вывязываются углы. Здесь внизу у нас получается уголок, и сверху у нас круглый вырез. Сверху 2 уголка. И также покажу вам, как я сделала дырочки для пуговиц. То есть мы провязываем точно так же. Первый ряд мы провязываем белой нитью, потом столбики без накида серой нитью, потом
полустолбики и столбики без накида, опять серым цветом. И теперь я вам покажу, как я связала уголки. Вот здесь я провязала последние 2 столбика. И теперь я вот сюда в эту арочку провязываю 2 столбика без накида. Провязываю 2 столбика без накида, 1 воздушную петлю и еще раз 2 столбика без накида. И теперь в каждую петельку я провязываю дальше по столбику без накида. И так провязываем дальше. И теперь я вяжу серым цветом. Здесь у нас 2 петли было, я провязываю в каждую петлю по 1 петле. И там, где у нас воздушная, я провязываю воздушную петлю 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же завожу крючок, второй столбик без накида. И дальше я вяжу по рисунку в каждый столбик по 1 столбику. Таким образом выглядит. И теперь мы вяжем полустолбики. У нас здесь вот посередине мы прибавили 2 столбика без накидов. И в эти столбики мы провяжем по 2 столбика полустолбика. То есть я провязала полустолбики, вот здесь у нас 2 вот эти вот петельки, которые мы прибавили. В первый столбик я провязываю 2 полустолбика, и в следующий столбик я провязываю также 2 полустолбика. И теперь я в каждую петлю дальше провязываю по 1 полустолбику. Так выглядит уголок. И в этом ряду мы с вами также провяжем дырочку для пуговицы. То есть это делаю следующим образом. Я провязываю воздушную петлю. Внизу я пропускаю 1 петлю и провязываю полустолбики следующие. И в следующем ряду я просто провяжу здесь столбик без накида. И теперь мы с вами провяжем последний ряд темной нитью. Здесь я посередине между столбиками провяжу просто 1 воздушную петельку. И в следующие столбики также по 1 столбику без накида. То есть я здесь не прибавляла, просто посередине провязала воздушную петлю. Таким вот образом выглядит. И теперь я дальше вяжу столбики без накида. И там, где у нас воздушная петля, я также провязываю столбик без накида. Сюда завожу крючок и также столбик без накида. И в каждую петельку дальше продолжаю вязать столбики.
Вот таким вот образом выглядит у нас дырочка и уголок. Так, уголки мы провязываем везде, все 4. Вот таким образом у меня выглядит моя обвязка. Между дырочками у меня здесь получается 10 столбиков. Здесь сверху у меня дырочка получается вот там, где мы прибавляли. Первая убавка, вторая убавка и первая убавка, вместо первого столбика я сделала дырочку. Так у меня получилось. Можно сделать выше, ниже, без разницы. Так я пришила пуговицы. Пуговицы я пришила на вот на серой полоске, чтобы хорошо совместилось. На вот этой серой полоске мы пришиваем пуговички. Вот так вот выглядит, когда... Сейчас я закрою. Вот так вот, таким образом выглядит. Ну и, в общем-то, и все. Мы с вами полностью все связали. Вот так вот выглядит наш жилет. Вот так выглядит нижний ряд. Здесь последняя дырочка у меня чуть выше, то есть она не в самом низу. Ну, так я вам желаю приятного просмотра. Вяжите вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.